Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня у нас будет достаточно необычное видео, потому что я решила купить вот такой вот журнал от Disney «Холодное сердце». Вообще, нас с вами интересует не сам журнал, а его дополнение в виде вот такого достаточно прикольного набора. Как я поняла, это все служит для покраса вот таких вот наклеек. Ну и мне стало интересно, какого качества данные фломастеры. Вот этот блестящий клей, ну и сами наклейки. Кстати, ребят, я, наверное, уже около 5 лет не покупала никакие журналы, поэтому давайте покажу вам вот этот, потому что я сама, ну, просто в восторге. Это все настолько, красиво сделано. Тут есть такой вот комикс. Прям волшебная рисовка. Также какие-то загадки, постер прикольненький. Вот. Опять же, какие-то загадочки. Дальше продолжается комикс. Рисовка зашибенная, невероятная. Я обязательно прочту этот журнал. Вот, это всякие рекламки и еще такой комикс. Как бы это странно ни звучало, но оно того стоило. К слову, отдала я за него 200 гривен. Да, это немало. Так, я более-менее аккуратно все подрезала, чтобы сильно не рушить упаковку. И открываем. Здесь у нас данные то ли фломастеры, то ли восковые карандаши. Ничего не понятно. Ой-ой-ой. Да уж, интересная конструкция, конечно. Они оказались полностью вот так вот приклеены на скотч. Все. Вот. Ну и теперь по одному их нужно отсюда отклеить. Но, если так посмотреть, они невероятно маленькие, такие тоненькие. И да, это действительно у нас фломастеры. Малютки просто. Давайте сразу заценим, пишут ли они, а то, приплывем, что не пишут. Нет, очень даже хорошо пишут. Поэтому надеюсь, что с покрасом у нас проблем не должно возникнуть. Плохо, что черного нет, а так, в принципе, норм. Следующее, что было в комплекте, это наклеечки. Не знаю, как вам показать, чтобы было видно. Вот так. Короче, они очень блестящие, прям полностью блестят. Ну и, естественно, клеятся. Еще в наборе были два жидких блестящих клея. Это голубой и такой сиреневый. Вряд ли они нам сегодня пригодятся, но так свою функцию они выполняют хорошо. Вот так вот можно поверх намазюкать, высохнет и будет блестящее. Красиво смотрится, кстати. Так, ну еще там были вот такие вот камушки. И последнее, это 2 листа наклеек, как раз таки наша основа для сегодняшней работы. Но вот в чем прикол, мне кажется, на такой лощавой скользкой поверхности фломастеры плохо будут писать. Вот видите, какая она глянцевая. Ну не знаю, возможно, это так и нужно, сейчас мы с вами это все и проверим. Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать вам, что сейчас в моем инстаграме проходит очень крутой конкурс, ссылочку на который я оставлю внизу в описании под этим видео. Спускайтесь, кликайте и читайте все правила, которые очень простые и не займут у вас даже 5 минут. Будет всего одно место, и все призы, которые вы видели на экране, получит наш победитель. Ну а мы с вами продолжаем, определяем наши фломастеры слева, чтобы было удобно работать. И давайте выберем, какую же наклейку все-таки будем раскрашивать. И, скорее всего, я склоняюсь к вот этой вот наклейке с Анной. Во-первых, она самая большая, во-вторых, она мне нравится больше всего. Вот, в ней не так много очень мелких деталей. Вот, и плюс она находится сбоку. Ну, короче, давайте раскрашивать ее. Сразу же в начале нашей работы я заметила то, что действительно фломастеры слегка плывут по такой поверхности, но в принципе так плюс-минус быстро высыхают. Короче, это означает, что если вы в течение 1,5-2 минуты после покраса возьмете там рукой чуть-чуть, прикоснетесь, все, оно у вас расползется. Нужно давать полностью этому просохнуть. Хотя, возможно, и после этого оно ничего не изменится. Ну ладно, в конце мы это с вами проверим. Пока что единственное слово, которое постоянно у меня крутится в голове на протяжении вот этой вот работы, это то, что, очень сложно. Реально, это оказалось так сложно, потому что детальки маленькие, стержень больше, чем он должен быть. То есть это вам не ручкой, да, там гелевой, шариковой раскрашивать, даже не тоненькой-тоненькой кисточкой. Это, полноценный фломастер.
У него такой же самый стержень, как и у обычных стандартных фломастеров, только они сам по себе корпус немного уже и слегка покороче. Вот, а так они в принципе ничем не отличаются. Цвета, конечно, они не такие, которые присутствуют в оригинале у данных девочек. Ну, конкретно у нас это Анна. Я не знаю, с волосами я ей как-то так намудрила очень странно, но все равно не получается сделать это красиво, аккуратно, потому что всегда ты вылетишь за контур. Невозможно здесь не ошибиться. Конкретно рисуя этими фломастерами, да. Если чем-то другим, то возможно. Но не факт то, что оно хорошо ляжет на такую глянцевую лаковую поверхность. Опять же, вылетает у нас минус. Ну а так, если посмотреть с другой стороны, то это достаточно интересно. Плюс, как бы вы раскрашиваете наклейки. Это не просто какой-то рисунок на бумаге, это наклейка, которую вы можете потом отодрать, отцепить и куда-то приклеить. Это круто. Раскрашивая кое-как, импровизируя, то есть не отталкиваясь от основной какой-то идеальной вот этой вот картинки, которая была изначально, то, в принципе, можно кайфануть от процесса. Если ты стараешься сделать это очень красиво, ну, по крайней мере, насколько это возможно, то это такая вот муторная работа. Это сложнее и как-то неприятнее, нежели на обычном листе бумаги. Если оценивать покрытие, само качество фломастеров, изобилие цветов, то это, конечно, уходит в минус с такой точки зрения. А если чисто просто вот по фану, то это такой большой плюс, это очень интересненько. Да уж, такое вот неоднозначное мнение у меня сложилось, но, ребят, я правда очень стараюсь, просто безумно стараюсь более-менее красиво ее раскрасить. Конечно, мне это не особо получается, особенно когда я вам покажу рисунок сблизи, да, это будет. Я сама его сейчас вижу издалека, потому что я раскрашиваю его, смотря в телефон. То есть еще преграда к моим глазам — это телефон, и от телефона сантиметров так 50 находится этот рисунок. Короче, это просто жесть. Ну, а что поделаешь? Поэтому даже на одну вот эту вот наклеечку я потратила около часа. Она маленькая, ребят, она правда очень маленькая. Но вот такие вот дела. И наконец-таки мы все закончили. Хух, честно, я аж сама не верю, но да, наклейка у нас полностью готова. Еще она полчаса подсыхала, и смотрите, я вот так вот вожу по ней пальцем, прям достаточно хорошо теру, но нет, она не смазывается и отпечатков не оставляет. Это очень хорошо. Как и говорила, показываю результат поближе. Видно просто уйма косяков, недочетов, все неровно, все криво-косо, но как есть. Еще из-за того, что в данном наборе фломастеров нет телесного оттенка, я и не раскрашивала кожу никак, это был бы просто ужас, если бы я взяла оранжевый, поэтому давайте немножечко подкрасим обычными маркерами. Возьму самый светлый оттенок и немножечко, чтобы подрисовать ей румянец на щечках. Знаете, прикол в том, что эти маркеры на данной поверхности после высыхания не размазываются совершенно. Офигеть. Вот эти оставшиеся наклейки я не очень хочу портить, по крайней мере данными фломастерами, поэтому их я раскрашу в своем ТикТоке уже маркерами и покажу вам, какой у меня вышел результат. Так что, если хотите увидеть продолжение, то просто спускайтесь вниз по ссылочке в описании в мой ТикТок и смотрите. Кстати, забыла сказать, да, это уже полноценная вырезанная наклейка, которую можно куда-то приклеить. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поучаствовать в конкурсе, потому что все ссылочки будут внизу. Вот, ну а мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!